Белая колбаса, важнейший компонент супа журок, не менее популярна в Польше, чем знаменитая краковская. И у нас ее купить, конечно же, невозможно. А вот приготовить очень просто. Килограмм свиной шеи, 600 грамм свиной грудинки, 50 грамм сала. Я взял сало, потому что грудинка у меня не очень жирная. 3 грамма черного перца, примерно 1 чайная ложка. 40 грамм соли, 2,5 столовые ложки. Щепотка мускатного ореха. 4 зубчика чеснока. У меня большие, поэтому возьму 3. Примерно 7 грамм сушеного майорана. 150 миллилитров ледяной воды. И где-то 1,5 метра свиной оболочки 32 миллиметра. Начну я с сала, пока оно ледяное, его легче резать. Кусочками где-то полсантиметра. Вообще сало для колбасы нужно резать вручную всегда. Если у вас, конечно, нет специального кутера. Потому что при проворачивании сала через мясорубку за счет трения оно будет нагреваться и будет плавиться. Но это еще полбеды. Дело в том, что нагретое сало при смеси с водой начинает эмульгировать. И это уж совсем плохо. Поэтому, если у вас нет специального оборудования, которое рубит мясо, а не мясорубка, то его надо резать вручную. Так, сало в миску. Теперь часть грудинки я тоже нарежу руками. Вообще, чем больше у нас мяса нарезано вручную, тем будет сочнее наша колбаса. Но все равно нужно связующее в виде хорошо размолотого фарша. Так что здесь нужно соблюдать баланс, конечно. Так, кожу мы снимем, она нам совсем не нужна. В каком-нибудь блюде я ее обязательно буду использовать. На кухне ничего не должно пропадать. Ну и, наконец, у меня есть любитель свиной кожи. Филя! На маленький, на. Ты же любишь. Иди гуляй. И тоже нарежу кубиками где-то по полсантиметра. Старайтесь, чтобы у вас не оставалось крупных кусков, потому что они могут просто застрять в колбасной фильере, и это будет крайне неприятно. Но остальное мясо я нарежу и пропущу через мясорубку. Самое главное, не забывайте, что мясо должно быть очень сильно охлажденным, то есть температура не меньше 12 градусов. В промышленном производстве, как вы знаете, при проворачивании мяса в него добавляют лед. Но льда у меня нет. Нарежу на крупные куски. Если есть какие-то неприятные прожилки, то их, конечно, лучше всего удалить. Так, запускаем шайтан-машину. Я сейчас уберу. Я буду использовать крупную решетку. Чеснок я сразу закину в мясорубку. И еще раз повторю, внимательно следите за температурой мяса. Оно должно быть очень холодное. Мясо готово. Осталось добавить специи и воду. Возьму ступку. Черный перец. Соль у меня очень крупная, поэтому ее тоже нужно будет растереть в ступке. И перец с солью хорошо разотру. Вот почему-то вручную перетертый перец кажется значительно ароматнее. Не знаю почему. Так, пересыпаем все это в фарш. Натру немножко мускатного ореха. Вообще, мускатный орех в эту колбасу, в принципе, не добавляют. Но мне нравится. Майоран и вода. Так. Поменяю насадку. И это все нам нужно хорошо перемешать, даже взбить хорошо. Так, сейчас мы все снимем. Накрою пищевой пленкой. Поставлю на ночь в холодильник, чтобы все ароматы смешались, а завтра будем делать колбасу. Мой фарш готов, он за ночь просолился. Я для изготовления колбасы буду использовать вот такую свою старую машину, она надежная, отличная. Возьму фильеру, у меня
Фильера 3,5 сантиметра, большая. Не знаю, налезет ли у меня на нее оболочка, потому что оболочка не очень толстая, но попытаюсь. Для начала смажу фильеру маслом, чтобы она лучше скользила. И попробуем установить, не хочется говорить слово натянуть, с маслом она значительно лучше идет. Разумеется, я оболочку промыл от соли и вымочил. Думаю, этого будет достаточно. У меня не так много фарша. Теперь мы ее установим. Заложу фарш, простите, руками, просто так удобнее и быстрее. Главное его хорошо утрамбовать, чтобы было меньше воздушных пузырей. Хотя, конечно, в машинке есть специальный клапан, но лучше все равно, чтобы фарш был плотный. И поехали. Так, вот фарш появился. Теперь мы должны перевязать узелком. Отличная толщина получается, то, что я хотел. Так, остановимся и скрутим колбаски. Где-то вот так, наверное. Скручиваем как положено, каждый раз в противоположную сторону, чтобы они не развернулись. Последние, они у меня получились практически гигантские, но хорошей колбасы мало не бывает. Ну вот, последнее. Теперь у нас есть два пути. Мы можем эту колбасу сразу сварить в журике, но журик у меня еще не готов, потому что у меня закваска еще не готова, и еще есть несколько дней. Я ее могу, конечно, заморозить свежей, но она все-таки потеряет во вкусе, тоже не очень хорошо. Поэтому есть другой способ, ее нужно сварить. Варят ее при низкой температуре, 75-80 градусов без кипения, порядка 30-40 минут. И потом мы сможем уже ее использовать, обжарить, положить в журик или просто есть. Заодно и продегустируем. Перед тем, как колбаски варить, их нужно хорошо наколоть, чтобы они не лопнули при варке. Я нагрею воду практически до кипения, потому что когда мы положим туда холодные колбаски, она остынет. Как раз получится то, что нужно. Так. И теперь нам нужно поддерживать температуру между 75 и 80 градусами. Колбаски готовы. Можно их достать. Выглядит хорошо. Выглядит как настоящая белая польская колбаса. Ну и попробуем, что получилось. Отличная получилась колбаса. Чуть-чуть я переборщил с перцем. Я тогда скорректирую количество ингредиентов в описании, чтобы все было правильно. А так, идеальная. Готовую колбасу можно минимум неделю хранить в холодильнике или заморозить, и она во вкусе практически не потеряет.